Октоберфест, шум, музыка, вкусная еда и литры пива. Мы оказались в самом центре праздника и покажем вам все, что успели отснять за несколько дней. Всем привет! Привет! Сегодня у нас второй выпуск, и мы хотели бы вам рассказать про то, как мы побывали на Октоберфесте. Так как наш город находится недалеко от центра Октоберфеста, в Мюнхене, грех просто туда не съездить. Мы этого очень сильно хотели, лично я. А ты хотел? Ну, конечно. Мы об этом чуть-чуть даже бредили своего рода. Да. Мы очень это, как сказать, планировали еще за месяц. И вообще хотим поделиться впечатлениями от самого Мюнхена. Также мы побывали еще кое-где. Но это уже в следующем выпуске. Это уже в следующем выпуске. Там очень было красиво. Это тоже недалеко от Мюнхена находится. Так вот, начнем. Первое, что хотели бы сказать, мы искали квартиру. Мы начали искать за 2 недели до. И это, наверное, была ошибка, потому что люди планируют очень задолго, за полгода этот движ, планируют, ищут квартиры, планируют там на неделю, на 2 оставаться. А мы так решили. Найдем, не найдем. И с каждым днем квартиры становились все дороже и дороже на глазах. То есть квартира в Мюнхене там уже за 2 недели до Октоберфеста доходила на 4 человек минимум 500 евро. Это самое убогое. А в самом Мюнхене доходило до того, что уже было больше 1000 евро за 4 в день. То есть там такие суммы сумасшедшие крутились, да, просто и квартиры невероятно. Такие не очень хорошие. Но когда мы начали искать, там, вы знаете, там на Букинге, там еще на некоторых сайтах, я поставила самое дешевое на 4 человек, выбила где-то 250 евро. Я захожу смотреть, что это, а это просто палатка. Это просто на каком-то участке стоит вот этот коневая, или как она, палатка, где вы можете там просто спать на земле. Короче, это вообще crazy. И это 200 с чем-то евро. Просто место в палатке. А чтобы в Мюнхене найти нормальное жилье, это не меньше 500, и то 500. Это вообще самый какой-то ужасный хостел, где вообще ужасные условия, минус 5 звезд, наверное. Ну, мы решили искали везде по-разному, но решили найти от час до Мюнхена, ехать на машине и на поезде. Слава богу, 1 пересадочка, и мы там нашли жилье. Хорошо, что Мюнхен находится рядом с горами, что у нас такое место было очень интересное. Да, мы там по дороге повидали видов красивых, но мы их покажем уже в следующем выпуске, скорее всего. В этом будут в основном кадры из Мюнхена. И в целом, в первый день, когда мы приехали на Октоберфест, конечно, мы уже изначально с вокзала видели много пьяных людей. Такие веселые, у них все хорошо, поют. Мы давно такого не видели. Да, когда мы только садились, действительно, все были нарядные в костюмах, вот эти шортики их и платьички, все такие веселые, уже пьяные сразу. Все почему-то хоть и были пьяные, но они как будто излучали какой-то праздник, добро. Вот у нас часто люди, когда напьются, они наоборот, типа, превращаются в быдло. В монстрах каких-то превращаются действительно в быдло. А тут именно люди дарят добро, поют песни. Понятно, что это мы так увидели, так не, вот так, в общем. Возможно, есть тут, конечно, быдлы, но так. Да, то есть за 3 дня мы, можно сказать, не видели прям чего-то катастрофического, там море драк, там каких-то убитых людей. Были, конечно, некоторые индивидуумы. Кстати, я драк но вообще в целом не намного видела. меньше всякого ужаса творилось. То есть цивилизованность реально присутствует в менталитете, я бы сказал. Да, понятно, что когда просто миллион людей там на
квадратный метр, то все равно там какие-то бумажки, мусор какой-то, оно все. Да, Люди ж, они ж такие, ну, одичалые, можно сказать, особенно когда напьются, в кураж войдут и становятся такими вот танцевальными. Но я, например, то, что ожидала, то и получила даже немножко больше. Я ожидала увидеть очень много людей, я это и увидела. Я ожидала увидеть крутые аттракционы, вот эту энергетику, пиво вкусное. Я это и увидела. ну я изначально зашел, вот этот парк аттракционов гигантский, я таких еще не видел в жизни, конечно. И я думал, ну, представлял себе в голове по-другому, по видео как-то наблюдал, что там куча людей, прям посреди улицы расставлены такие лавочки, столы, и вот они вот, их очень много, они пьют Это пиво, и что я думал, ну, будут как шествие своего рода, как оно, как фестиваль, что люди ходят, там конфеты разбрасывают, типа того, ну, то как есть День какие-то города. маскарады, да, я думал, еще дополнительно. Ну, это в моем представлении так было, но в реальности оно по-другому. Там на этой площадке огромнейшей, там, где Октоберфест проходит, там просто отдельные такие заведения есть, больше, меньше, их очень Шатры. много. Огромные Разные. шатры, где ты можешь туда попасть по предварительной броне. Вот мы так краешком глаза посмотрели, и там просто люди пьют, стоят на столах, веселятся, инструменты. Но есть и те шатры, которые бесплатно ты можешь попасть. Там есть один, в котором мы были. Может, Попали в VIP-ложе. возможно, случайно. вы, да, увидите сейчас. Это просто такие масштабы, огромное количество людей. Все веселятся, все пьют. И бокалы там, ну, не по 0,5, не 0,25, а просто литровые бокалы Да, пива. гигантские. Это, ну, увидеть это настолько впечатлений, какой-то энергетикой зарядиться. Вот у людей праздник. Вот именно то, там происходят главные действия. Но если ты пройдешься по Мюнхену, ты увидишь все равно куча в кафешках людей в костюмах. Там гуляют, там гуляют. Это просто праздник. Октоберфест. Вообще съезжаются с разных стран, разные люди. Вообще, ну, мне очень понравилось вот это. Увидеть это 100% стоит. Иностранцев очень много, и прям видно, что они приехали на Октоберфест, кроме тех, кто тут живут. Вот реально видно, что люди как будто прям на Октоберфесты приехали, не местные. Ну, потому что они как-то общаются, как-то, ну, как туристы ведут себя, вот такое ощущение. Ну, так же, как и мы, в принципе. Но там, где мы были еще в вот этом шатре, что мне понравилось, там на возвышении просто оркестр находится, который Да. играет для всех. И там вокалисты, они играют известные хиты на немецком, английском. То есть такие заряжающие хиты, люди то танцуют, то общаются, веселятся, поют. Стоят прям вот стол, такой деревянные лавочки, они стоят прям на столах, общаются. Прям на этих лавочках ногами общаются. Или танцуют. Ну, энергетика просто сумасшедшая. Кстати, когда мы приезжали, потом мы узнали, что в этот день был Арнольд Шварценеггер. Он там был, но мы не попали, потому что мы там были буквально, наверное, минут 40. Потому что, моментик один скажу, когда мы заселялись в квартиру, это была такая, как частный домик. Там на первом этаже мы жили вчетвером, а на втором этаже хозяева. Так вот, когда мы заселялись, во-первых, что мне понравилось, что хозяин был очень дружелюбным и предложил нам, там в холодильнике еда была, и нам сразу еду предложил с дороги. Для нас это странно, потому что мы к такому не привыкли, к такой, можно сказать, гостеприимности, да. И, во-вторых, мы начинаем с ним общаться, ну так, на ломаном английском, и он говорит, вот там пиво, вот тут кофе, а мы такие, мы пиво не пьем, мы кофе не пьем, и он такой, Он в шоке. а зачем вы вообще на Октоберфест приехали? Мы ж приехали не просто там
побухать, а посмотреть на вот это все. Но пиво мы попробовали все-таки. Да, у нас есть шортс, я думаю, вы видели его, там, где мы пробуем, и оно, конечно, феноменальное, если честно. Для пьющих это, конечно, с ума сойти, наверное, такие вкусы классные. Послевкусие больше, чем полчаса держится во рту, такого хмельного, ну, очень пряное какое-то, я не знаю, как объяснить. Мы на 4 взяли 1 бокал, ну, если честно. Но видео с ним наснимали, фото. Но очень вкусное. Я, пью пиво, пила. Сейчас уже нет, как мы уже не пьем лет 6. Но раньше я пила и знаю много вкусов. Но оно в меру сладкое, в меру горькое. Я не знаю, как они это делают, но это очень вкусно. Я думаю, из-за того, что в Баварии это же такое баварское пиво, уже рецепт с поколения в поколение, все улучшалось. Из-за этого прям вкусовые качества, невероятные. Но я бы, честно, если бы я бы пила не потому, что я хочу опьянеть, а от удовольствия, потому что это действительно вкусно. И что мне понравилось, то место, где мы пробовали, барчик такой небольшой, тоже посреди фестиваля этого, что люди доброжелательные все, то есть все такие вежливые, там, не передать словами, фотаются с чужими людьми, то есть наш друг с ними фотался, они с нами, то есть они просто, фотают левых людей, так, просто чисто на память. Потому что праздник, да. Потому что люди никогда не видели горя. Если так, настоящего горя, например, как войны и всякое такое. И люди еще не травмированы вот этим всем, и для них это вообще оторваться, классно. Энергия сумасшедшая. Конечно, когда ты в этом шатре находишься, ты прям ощущаешь вот эту энергию, но это все и вот эти вот народные песни немецкие, они вот как будто ты в чужой семье. Это лично для меня. Ты смотришь вот эту всю энергетику, но когда, немножко это все чужое, может, потому что мы языка не знаем, да, немецкого. Может, когда узнаем мы по-другому, и плюс мы тут 3 месяца, 2 находимся. Но я бы хотела включить сердючку и начать танцевать под это. Вот так вот. Все равно очень круто. Обязательно, если есть такая возможность, поедьте 100%. У меня есть знакомый, который говорит, вот это там, что там бухают, что там это неинтересно. Это интересно. Это вот 1 раз стоит посмотреть, увидеть. Как минимум 1 раз. Да. Теперь перейдем к аттракционам. Они, конечно, это отдельный разговор. Они какие-то феноменальные. И что мне очень нравится, они какие-то максимально вылизанные, то есть чистые, комфортные, как будто новые, вот как только с завода, вот такое ощущение. И все как будто качественное. Да, вот какое-то оно все прям реально очень современное, не скрипит, не трещит, и это очень приятно. Но кроме того, страшно, на некоторых, но и очень дорого. То есть цены прям очень дорогие. В основном цены, например, там... Минимально это 5 евро, то есть это за самое там что-то простенькое. На машинках мы катались, да, 4,50. 2 минуты. Да, и плюс, если ты там оптом берешь, там чуть-чуть дешевле, минимально это 4,55. Но средняя цена билета, я бы сказал, 8 евро где-то. То есть... А если прям балдежные, крутые, это 12, 15. Да, то есть самые крутые эмоции ты, конечно, получаешь. Да. Сумасшедшие. Самое, конечно, крутое — это американские горки. Я впервые в жизни покатался на самых страшных. И это было феноменально. Это там, где ты прям петлю делаешь, да, и несколько штук вообще. Петель, видео, я думаю, тут добавлю. А потом мы с Лилей покатались на более простой, но она тоже очень страшная. Она простая, но она стрёмная. Да. Там ты не делаешь петлю, но там ты высоко поднимаешься. Я думала, мне будет страшно, где высоко, а на самом деле там наоборот красивый такой вид. А потом ты вот так резко боком спускаешься,
И это На самое большой на скорости. большой скорости. И тебя вот так придавливают, и ты орешь. Ну, честно, я думаю, что это нужно людям, которые сдерживают всегда свои эмоции, и Да. вот так выкрикаться, покричать, это очень круто. Не знаю, мне было страшно, я почти плакала. Дима меня заставил, но я не жалею, спасибо. Да, пожалуйста. Там, конечно, стресс был у нее очень сильный, но смогла себя опанувати. Да. Просто, ну, если так честно говорить, после Украины, когда ты долго испытываешь стресс, тревожность, От прилета. от прилетов, от всего такого, тебе не хочется какого-то Негативных адреналина. эмоций. Нет, А. тебе не хочется адреналина испытывать. Потому что адреналин это всегда страх перед, и потом во время ты вот такой в мандраже. А мне хотелось больше, знаете, как на чиле каком-то, на расслабоне, там на пляжике, ну, спокойно, там на горы посмотреть, без адреналина. Но раньше, наверное, до войны, я, как Дима, вообще бредила кататься на американских горках. Возможно, наступит этот момент, когда я тоже захочу петлю делать. Но у Димы, конечно, Дима столько пережил, но у него еще психика немножко такая мужская, стабильная, можно сказать. Да, А то, что мне пришлось пережить, я, возможно, когда-то выложу на этом канале. Это история на несколько часов, если честно. То есть Ну да. по этой истории можно фильм снимать или книгу писать. Мгм. Ну, да, очень вообще море впечатлений. Такие разные аттракционы, которых мы даже не видели. И прикольные, и всякие лабиринты. И Дима катался на центрифуге, который Когда ты так меня прижимаешь. Прижимала, ну, центробежная сила прижимает тебя к краям, и ты просто как лепешечка себя чувствуешь. Да, это круто. Висишь в воздухе, прилипший. Да. Ну, я не каталась, потому что у меня слабый вестибулярный аппарат. Ну, очень круто. Это вообще не передать словами. Да. Да. Ну, в целом мы максимально довольны путешествием. Много эмоций, так что мы аж за 3 дня просто так устали, что Мы просто... выгорели Да, эмоционально. сначала мы хотели на 2 дня остаться, но я как будто бы, да и все мы не хотели тратить время на сон, а хотели как можно больше пообщаться, нагуляться, и поэтому ты абсолютно не высыпаешься. Ты там спишь 4 часа в сутки и ходишь потом целый день. И мы решили еще на 1 день, мы хоть чуть-чуть выспались, и чтобы у нас была хоть сила по городу погулять, потому что Мюнхен, Он сам по себе феноменальный, то есть... он именно атмосфера вот такая вот немецкая, и вот эти церкви, которые это просто... Храмы — это что-то невероятное просто. Ну, они как отдельного видео даже требуют, но мы добавим кадры. Это отдельный вид искусства. Это просто Да. стиль. Самая крутая церковь, которую мы оценили, вообще первое место ей поставили из всех, которых мы видели. Это в стиле вот это барокко, рококо Барокко, в рококо. Мюнхене. Это просто невероятно. Ты смотришь и не можешь отвести глаз. Я не помню, как она называется, если честно. Ну, это самая известная. Да, она небольшая, но такая красивая и мрачная. Даже мы про нее чуть почитали, и что я запомнила, что раньше строили церкви не только для того, чтобы с Богом общаться, а для того, чтобы она вызывала какие-то эмоции у тебя. Вот ты заходишь, и ты просто в шоке, насколько это масштабно, насколько это круто, и насколько вот это вот каждая деталь, и ты просто вот так обсматриваешь и в шоке. Да, то есть это художество максимального уровня. Мы были более-менее культурные, но мы со своей компанией там смеялись, веселились. Но есть люди, которые приезжают вот чисто набухаться, очень оторваться вообще по полной. И были такие, что прям, ну вот утро, мы только приезжаем, ну день, ладно, там 10 утра, там час дня, а люди уже просто шатаются, идут, и ты смотришь, и у тебя это как-то негативно
эмоций у меня вообще не вызывало, наоборот, такая, ой, пьяные, думаю, наверное, гуляли с самого утра, пьют. Да. Но еще был момент, когда нашего друга девушка попросила помочь. Короче, она потеряла своего мужа среди тысячи вообще людей. А его телефон был у нее. То есть Вот, и они никак с ним пьяные. связаться. То есть это вообще для меня полный неадекват. Ну, я просто, если судить по мне, у меня бы, наверное, никогда не попала в такую ситуацию. Просто вот такие вот ситуации, то мы полицию там видели, но там не видели ни драки, ничего. Ну, короче, да, интересно. Просто каждый что ожидает, то и получает. Мы ожидали посмотреть, покататься на аттракционах, зарядиться вот этой энергетикой, мы это и получили. А кто-то туда едет просто выпить пиво, набухаться в шатре и натанцеваться. Это, может, тоже неплохо, но мы такие приличные. А, еще скажи, что мы пробовали. Мы еще вкусняшку пробовали. Традиционную, наверное же. Мгм. С маком такую. Это пирог, наверное. Или что это? Штрудель. Штрудель с маком. Конечно, он очень вкусный. Прям чувствуется, что он какой-то колоритный, что ли, я не знаю. Не калорийный, а колоритный. Ну, то есть чувствуется, что это именно местное что-то. И вкусная очень. Да, то есть то, чего ты раньше не испытывал по Мгм. вкусовым ощущениям. То есть почерк свой есть. А наша подруга тоже заказала вкусняшку. Это вообще тоже распространенная вкусняшка. Она тесто просто порубленное с сиропом. И это так странно. Просто тесто вот так наложено, и оно с сиропом. Но ты пробуешь, для меня это был как блинчик, который на сковородке не получился, и ты его сиропом полил. Но это вкусно, но странно очень. Очень много теста. Да, то есть пробовали из еды прям такого вообще мало, потому что мы в основном... Ну, мы перебежками кушали. То в Макдональдсе, то зашли в китайский ресторанчик. Вообще, это открытие года. Да. Азиатская кухня, там... Она острая, да. сумасшедшая. На просто. видео тоже посмотрите, там вареники были. Да? Пельмени. Пельмени. С ассорти и лапша с телятиной там была острая. И, конечно, для нас это был шок. Плакали там, рыдали от этой лапши. Но Я думала, выдержали. да. Я думала, мне плохо будет, потому что мы острую еду не часто едим, а все отлично. Тьфу-тьфу-тьфу. Все было хорошо. Наверное, качественно было. Ну, вот так прошел наш Октоберфест. Мы много смеялись, много увидели, много где побывали, ну, в уголочке. Так что Смотрите кадры эти, смотрите остальные наши видео, оставайтесь с нами. С нами душевно и тепло. да, ставьте лайк, пишите в комментариях. Да. Да. И Так что- смотрите наши шорты, там мы больше юморной такой контент интересный Да. стараемся выкладывать. Так что всем удачного дня, всем пока. Пока.